Мы в горах в Словакии, за нами монастырь. Мы сейчас будем снимать... Давай тогда. Следующий мой вопрос. Ученик-учитель. В жизни мы играем много социальных ролей, да, у нас есть. Мы можем быть и женой, и мамой, и дочкой, и ученицей, и учеником, да, для каждого там, да. Я учитель для своих детей, ты учитель для детей, которых ты обучаешь. Также я выступаю в роли ученика тоже, да, когда иду на какое-то обучение. И тут важно, если ты идешь в обучение, важно отдаться этому в хорошем понимании этого слова, как вот ты на практикуме зеленка, да, я была в роли учителя, человека, который такой проводник, да, знаний, и ты в хорошем понимании сдалась, да, отдалась этому, открыта этим знаниям, да, то есть я даю, ты берешь, да, не вступаешь в разногласия какие-то, так лучше, когда ты приходишь в обучение, ты почувствовал отклик, да, почувствовал и пошел в обучение с открытым таким, с открытой душой, с открытым сердцем, получать эти знания, да, и соблюдать те рекомендации, которые тебе дает учитель. То есть ты его ставишь чуть выше, да, идешь как бы в служение, в понимании служения, не прислуживания, а служения тем знаниям, которые он обладает, которым ты по отклику пошел, да, и ты отдаешься, то есть ты все соблюдаешь. И тогда ты видишь результат, и ты чувствуешь на себе изменения. А когда ты приходишь в любое обучение с позиции, я все знаю, а что вы можете мне рассказать, чему вы можете меня научить, то, конечно, ты ничему не научишься и ничего не познаешь, потому что ты пришел уже с позиции выше. В этом мудрость состоит учителя, что учитель, истинный учитель, да, должен опускаться на уровень ученика и доносить ему суть и смысл своих идей, да, своей информации, которую он хочет донести с его уровня. Вот это истинный учитель. Понимаешь, не свысока, а опускаться на уровень, но и ученик должен быть в таком искреннем, чтобы взять эту информацию, находиться в состоянии служения. Служение не в понимании, как мы привыкли, принеси, подай, да, а в позиции это прислуживание, а в позиции, что я хочу узнать, я хочу познать, я готов, понимаешь, в такой позиции. И тогда это соблюдается этот баланс. Потому что все равно идет иерархия. Есть иерархия учитель выше, ученик ниже, да. Он старше, этот младший, как и в семье, в роду есть взрослые, да, родители. Они выше нас по иерархии, мы ниже, как дети ихние. И мы, как дети, должны приходить к ним приходить им за советом, или же мы должны приходить и первыми каяться, да, там, просить прощения, да, что не прав, хотя, возможно, да, и родители где-то не правы, но они нам таким образом показывают, на что нам нужно обратить внимание, и как мы должны на какие-то вещи посмотреть по-другому, или измениться самому, чтобы стать тем, кто будет уже другие реакции давать, понимаешь? Да. И тогда еще следующий вопрос про обучение. Раз мы зашли сюда, учитель, про обучение. Как ты видишь обучение, потому что у тебя есть 3 дочери, которые ты обучаешь и воспитываешь, и они тоже учатся, и многому чему учатся. И как ты смотришь на обучение, да, государственное, ну, я имею в виду системы, и что бы ты хотела, не знаю, дать, и что ты даешь детям вне системы? Но дети – это, конечно, мои самые честные и самые такие огненные учителя, я бы сказала, потому что они в этой искренности, да, почему, вот, говорят, радоваться мы забываем, да, что все мы когда-то были детьми, да, мы
взрослеем и перестаем вот радоваться в моменте, открыты быть к новому, ко всему, да. У нас уже такая прослойка, защита такая, мы сами эти ограничения себе, да, эти ограждения себе выстраиваем. А дети в этом плане показывают нам, как нужно быть открытыми, как нужно пробовать, да, пробовать, учиться. И я всегда с позиции как можно больше дать им попробовать, потому что они должны наработать свой такой опыт, да, а чтобы наработать опыт, они должны попробовать, то есть должна какой-то выработаться навык, да, привычка. А как она? Из опыта они должны пробовать. И я как бы вспоминая себя и их, когда они росли, как можно больше дать им попробовать, чтобы они понимали, да, и прочувствовали, что им нравится, что им не нравится, где у них получается, где у них не получается, к чему у них способности. Только пробуя, да, и они могут понять это. И вместе с ними я тоже многое пробовала и многому училась вместе с ними на самом деле. И таким образом они тоже начинали чувствовать и понимать себя лучше, что им нравится, да. Когда ты уже попробовал, у тебя есть понимание, да, что этим я хочу заниматься, или этим я хочу я играть, или хочу я танцевать, да, или хочу я плавать, но должны тоже быть какие-то временные рамки, потому что дети, они, конечно, у них концентрация внимания в силу возраста своего, да, еще не так долго они могут на чем-то одном, да, им надо менять вид деятельности, ты сама это знаешь и на своих уроках применяешь, да, это, что тут мы порисовали, там полепили, там поиграли, там попели. И, конечно, я следила за временными такими моментами, что там, допустим, танцы или пение, или музыка, выбираю какой-то период, да, были моменты, когда они чувствовали, вот все не мое, не хочу, да, где-то были сомнения, не знал, хочу, не хочу, где-то подымалось, что надо усилия прикладывать, да, это тоже, допустим, как спорт, допустим, какой-то, да, теннисом они занимались, то есть тут надо физическая такая, да, активность, не только умственная, там надо вот временные, потому что где-то лень, да, где-то, как у ребенка возникают разные сопротивления, и я выставляла какие-то временные, там, допустим, вот давай там позанимаемся полгода, да, там, или год, там, или каким-то, ты каких хочешь результатов достичь, да, научиться этому, а уже дальше будешь смотреть, как ты будешь, то есть договариваться надо, а для этого нужно общаться, коммуницировать, рот нам для этого и дан, чтобы общаться, вот, и так вот рамки выставляла, и, конечно, школа и дополнительное обучение, да, учителя. Я всегда тоже дополнительные занятия учителей, да, выбирала с позиции как детям, потому что мое было дело найти, да, и как по максимуму их познакомить, да, что вот есть и то, и то, и то, вот, но и дать им попробовать это, а уже как им понравился им этот человек, нашли они с ним общий коннект, да, как им вообще урок, как человек готовится к своему, как он его проводит, да, как им интересно ли, потому что знания сейчас открыты, сейчас очень много источников знаний, да, где ты можешь черпать. Это не только книги, это интернет, это YouTube, ну, очень много источников знаний, только бери их. Вот. Но очень важна еще подача, да, потому что как это зерно в тебе прорастет, мы не знаем, да. Можно посеять его, но оно может и пустым быть, да, это зерно, а может вырасти в дерево, в цветок. Поэтому, а это зависит от человека, который его тоже в том числе, как учитель, поливает. Понимаешь? Потому что учитель как тот садовник, который поливает эти семена. Вот, и как оно прорастет, от него зависит. А это от интереса урока, от как учитель слышит своего ученика, как он чувствует, как он открыт к его вопросам, да, отвечает ли он на его вопросы. Вот, потому что в свое время, это в далекие 90-е годы, занимаясь танцами, да, вот я первый раз там полетела в Европу, да, и мы были в Копенгагене, и у нас были такие выступления по школам, да. И меня поразило там, как в школе учитель с учениками взаимодействуют, что как у них такое неформальное общение, да, мы ходили по школам, заходили в класс, мы-то привыкли, что у нас парты все стоят, вот по линейке, друг за дружком, мы зашли, все, руки положили, сели, все, там, если не указка, то подзатыльник. Да, по правилам. Да, подзатыльник учителя, дышим только по разрешению
ни учителя. Вот. А тут было такое общение. Я не знала, где учитель, потому что учитель с учениками находился в общей коммуникации такой, понимаешь? И они могли себе свободно двигаться по классу, да. Да, они не позволяли себе там прыгать по столам, но они были свободны, они могли говорить свои желания, говорить свои мысли. Им для этого не нужно было сидеть полчаса, тянуть руку, да. То есть они были свободны и открыты в этом, понимаешь, в своих проявлениях. Мгм. И меня так это на тот момент это поразило, потому что мы учились совсем другие, у нас была школа, да. Реалии, да, другая И вселенная. поэтому я и детям своим старалась, всегда у них спрашивала, как вам учитель, понравился ли он, было ли интересно вам, хотите ли вы еще ходить, то есть всегда их спрашивала, потому что я только узнавала и привозила их, да, и там, ну, оплачивала, да, Мгм. а учиться и получать знания-то они, и им же как бы учиться, и поэтому я всегда за отклик с ними. А система, ну, это тоже нужно. Мы не можем, мы живем в социуме, мы не можем от всего отказаться, понимаешь? Конечно, я находила школы, которые были с творческим, да, уклоном, которые были направлены на то, чтобы слышать детей, да, даже не то, что слышать, а слушать их, да, их пожелания детей, вот. Но не все так, конечно, у нас не так гладко. То, что заявляется, не всегда так оно оказывается, да, но это же тоже нужно им, понимаешь, им нужно тоже для сравнения, что вот есть такая система, есть более открытая. С другой стороны, как ты к этому сам смотришь, то есть объяснять с ними, разговаривать и показывать, что бывает так, и есть определенные правила, потому что мы живем в социуме, мы живем среди людей, есть правила страны, правила школы, правила данные, в то же Движение. правила дорожного Элементарно. движения, да, но и ты должен понимать, что свою ценность тоже как человека, и что у тебя есть свои тоже своя значимость и своя сила своего слова, понимаешь, Мгм. что тут тоже ты должен уметь высказывать, отстоять свои интересы, отстоять себя, а это тоже взращивается в социуме, понимаешь? Без социума человек не сможет понять это и научиться выстраивать границы, как со мной можно, как со мной нельзя, как я хочу, чтобы со мной вели, как я не хочу. То есть это тоже как бы учит его этому. И поэтому все оно должно быть, но в таком балансе, да, вот как бы в балансе понимания себя и умения отстаивать себя, свои желания, свои границы, а это все через чувствование, да, и умение вот коммуницировать и за себя постоять, да, не предавать себя и вот как бы слушать свой такой голос души, как говорится, внутренний, да. Отлично. Я просто думала еще, знаешь, о чем? О том, чтобы слышать и слушать себя. Это же тоже нужно донести ребенку, правильно? И это вот про, не знаю, эмоциональный интеллект и эмоциональное образование больше, да, когда ты учишь ребенка изначально чувствовать, что тебе нравится, что тебе не нравится, это вот об этом. Ну и классно то, что мы потихоньку переходим на уровень, когда учитель с учителем на «ты» и с учителями в классе свобода, и я думаю, постепенно Мы придем к тому, как было в 90-е в Копенгагене, и в Украине тоже будет такое, не в 90-е, но будет обязательным. Ну, как говорится, степ-бай-степ, да, шаг за шагом. Ну, конечно, на Бога надейся, сам не плашай, как говорится. В данном случае на Бога это на школу, да, и я тут соглашусь с спикерами, которые, да, обучающие, которые с учителями проводят, да, курсы повышения, да, и которые проводят для родителей разные обучающие программы, как и ты проводишь.
обучения, и что люди, независимо от возраста, это не важно, если ты готов и открыт к новым знаниям, потому что все меняется, да, и нужно быть гибким и обучаемым в любом возрасте, да, и не думайте, что если тебе уже там 50, то ты уже ты все познал, и ты нечему учиться, нам всегда есть чему учиться, нам всегда есть что узнавать, что познавать, потому что мир интересен, он пластичен, он разный, он развивается. Если мы останавливаемся и с мыслями «все, я все знаю, я великий, я Бог», да, как раньше, 5 на 5 знает только учитель, да, на самый высокий балл, учитель, профессор, все остальные недостойны. Это путь в никуда, в деградацию, да, в разрушение. Вот это путь в эго такое, да, который ты лучше меня никто не знает. Друзья, столько знаний интересных, и еще важнее, кроме знаний, это практика применять. Почему самые развитые страны преподают люди, да, там финансы, те, которые эти финансы в руках держали, которые эти финансы каждый день зарабатывают, да, или которые рассказывают про страны и учат языкам, да, детей, которые путешествуют, которые эти знания применяют на практике, а не так, что учат детей, как выглядит Италия, учитель, который никогда не был в Италии, да, и ребенок ему говорит, Италия выглядит как сапог на карте, потому что нужно эти знания, которые ты прочитал, ну, это мало, это как просто информация, нужно ее применять, проживать, прочувствовать это все. А это все в общении с людьми, да, если ты учитель иностранных языков, это в общении с людьми, потому что в одной и той же стране, в разных регионах разный диалект. И еще на английском языке разговаривает целый мир, и каждый, кто говорит на английском языке, например, с Индии ребята, у них один акцент, и тебе нужно понять их. С Испании тоже они говорят по-другому, а если говорить про Китай, Японию и Корею, то там вообще, ну, то есть человек, который говорит на одном языке английский, да, общий международный, но с разных стран совершенно другой диалект, произношение, слова, выговаривание, потому что у всех, да, мимика у каждой национальности по-своему поставлена. Поляки, например, так же самое. Ну, то есть это тоже практика. Ты, когда говоришь с разными людьми на английском языке, ты как бы практикуешь английский, но только не всегда он английский, да, это всегда какой-то английский с примесью каких-то еще добавлений языка. Так ты сама, получается, тоже себя прокачиваешь, потому что ты общаешься, и как учитель ты понимаешь лучше, как ребенку информацию донести, как ему объяснить все. То есть все это как в взаимодействии, да, в коммуникациях, в общении, в путешествии и знакомстве с разными людьми. По-другому, ну, оно не работает, да. Ты же не будешь сама с собой в зеркало разговаривать, да, и учить языки. Поэтому и это касается всего, ну, за любую сферу жизни, какую-то не возьми. А учителя как выбирать? Пробуя, да, приходить на урок, да, там, какие-то пробные уроки. Если это духовный путь, то наблюдать, да, за человеком, который тебе чувствуешь отклик к нему, да, почувствовала отклик, и наблюдая за ним. Учитель, который истинный учитель, он не учит, как жить, он живет, как учит, он показывает и рассказывает, да, он делится, потому что на самом деле это, ну, мы все, обладая знаниями, да, которыми мы познали, и делимся, это мы лишь проводники, понимаешь, мы не выдумали, это точно так же, как мысли творческие, да, идеи к нам пришли, точно так же к этому человеку пришел чуть раньше другой человек, да, и рассказал, показал эту истину. И он начал тогда жить по этой истине. И он хочет тоже делиться этими знаниями, делиться искренне, с открытым сердцем. И вот так ты наблюдаешь за ним и понимаешь, да, это мое, чувствуешь отклик. А чтобы чувствовать отклик, нужно очиститься и физически, и ментально от тех ограничений, убеждений, с которыми мы не только родились, да, как в определенной семье, да, в определенной стране, и живя
социум мы накапливаем, накладывает на нас какие-то это не делай, то не делай, а вот так лучше будет, кому лучше, да, будет, мне ли будет лучше, или так будет удобнее кому-то, понимаешь? Поэтому надо вот от этого очиститься, чтобы услышать себя, и тогда и отклик будет громче слышно. Соответственно, ребята, пробуйте, ищите, открывайте сердце и обязательно найдете и слушайте себя внутри, свой отклик, и найдете всегда. Кто ищет, тот найдет. Спрашивайте, и вам ответят, интересуйтесь и узнаете, и дорогу осилит идущий, да, но чтобы ее осилить, нужно идти, это пробовать, узнавать, спрашивать, где-то оступаться, но это тоже все будет ваш путь, ваш опыт, и из этого опыта вы будете делать соответствующие выводы, вы будете тоже меняться, Да. и это прекрасно.